Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всех с Рождеством. И, конечно, приветствую Спартака Суббота. Он на связи, известный психоаналитик. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Да, с праздником всех. Всем большое спасибо за то, что следите, несмотря на праздничные новогодние дни, за всем происходящим, а не следить за этим практически невозможно. Ну очень и очень насыщенное начало года. Все попробуем обсудить и, собственно, расставить по полочкам прямо сейчас. Начать я предлагаю с Трампа. Спартак. Ну, он, конечно, сейчас куражится. Куражится он на коне, сейчас запускается Мгм. прям целая очередь после захвата Мадуро, да, кто следующий? Гренландия всех тревожит, Да-да-да. Колумбия, Иран, там тоже, собственно, говорят, и пишет об этом Трамп, тоже следующий Иран, может, Панамский канал. Короче, все как-то так причаились и, затаившись, смотрят, а что же выкинет следующим Трамп. Сам Трамп умиляет просто своим подходом к делу. Ну, в каком плане? Он выходит на пресс-конференцию, говорит, жене моей не нравится, когда я там что-то пародирую, или когда я там, собственно, танцую. Берет и танцует, берет и показывает пародию, вот как сейчас. I want to really. But she gets it. Drops the thing. Значит, первый вопрос к психоаналитику. Что происходит с Трампом конкретно в этом фрагменте? И действительно ли вот эта радость, ну, как бы не преждевременна? Мир на пороховой бочке? Понимаете, когда у тебя начинает получаться все то, о чем ты раньше, ну, как бы и не думал мечтать, не то, что не мечтал, не думал мечтать, ты начинаешь испытывать ощущение, которое называется вот это состояние экзальтация, когда ты сильно предвосхищен событиями, которые будут проходить. Ты понимаешь то, что у тебя, ну, ты на коне, как вы сказали. Ты можешь делать почти что угодно, и ничего за это не будет. То есть у Трампа появилось понимание того, что его действия, которые раньше были бы проинтерпретированы как очень агрессивные, в ситуации, где есть Украина-русский конфликт, это ситуация, которая, ну, позволяет ему как будто бы оправдывать большую часть его неадекватных решений и действий. Но на самом деле неадекватными их будут интерпретировать люди, которые вне контекста, то есть не понимают, что происходит, не понимают историю с Венесуэлой, не совсем понимают, как будет делиться сфера влияния, связанная с Китаем и Россией, как это скажется на Украине. Люди, вот, кстати, украинцы не совсем понимают эту историю. Я бы хотел обратить внимание слушателей. Они думают, что вот Трамп показал волю, показал, как надо, может, он и с Путиным так поступит. Нет, ребята, дело в том, что для Украины это ни о чем хорошем, ну, как бы не звучит. Это достаточно серьезная проблема для Украины, потому что внимание, фокус внимания с трека проукраинского переключается на проамериканский. Мы понимаем, что активность Америки в направлении получения той же нефти с Венесуэлы, разделение внимания между Китаем и прилегающими к Китаю территориями, кто будет влиять на геополитику западной части нашей планеты. Все, что вот по вот эту сторону, это отходит к Трампу, это теряет интерес. Украина теряет, скажем так, Трамп теряет интерес к Украине, как непосредственно к основной проблеме, потому что у него получается на других фронтах. А эти успехи, их можно интерпретировать как угодно. Их можно интерпретировать как захватческие, можно интерпретировать то, что он нарушает какое-то международное право, то, что вот он дает прецеденты. И мир, правда, на пороховой бочке, Александр, вы все правильно заметили. Но есть нюанс. Эта пороховая бочка, эта же бочка не одна, их две. И что будет говорить глобальный юг, как он будет действовать, как будет действовать Россия с Китаем, как будет действовать непосредственно Запад. Вот это две пороховые бочки. И вот что интересно. Фитиль и поджигающие средства находятся в руках не такого большого количества людей. И к этим поджигающим средствам не имеет никакого отношения непосредственно Украина. Потому тем украинцев, которые радуются тому, что происходит сейчас в Венесуэле, я бы на вашем месте так сильно не радовался, потому что это признак того, что вы теряете контроль над ситуацией. И вот информация, кто не знал, США не подписывали вот эти гарантии безопасности. Это важно.
США не подписывали, Трамп подтвердил, что они не подписывали гарантии безопасности с коалицией желающих. Тогда Европа говорит о том, что мы не можем без США предоставить гарантии безопасности. Возникает вопрос, на фоне всего, что происходит сейчас, и Трамп куражится, где здесь мы, где здесь Украина, а ее здесь нет. И возможность делить сферы влияния, оно просто-напросто переключает внимание, ну, вообще полностью меняет трек с решения проблемы войны с Украиной. Вы же про Украину, вот посмотрите, сейчас новостей в международном поле про Украину почти никаких нет. Да, Теряется все обсуждают костюм, состояние здоровья после захвата Трампом Мадуро и его супруги, адвокаты, там такие, не пальцем деланные, просто никто да. особенно не разбирается в русскоязычной среде, да, вот, ну, как бы так, отмахивается и Мгм. дают оценку в целом. А там адвокаты непростые, а там еще вполне вероятно, что, собственно, и Мадуро отпустят, а он же не просто так заявил, что он военнопленный, это означает, что Да, Трамп может росчерком пера отпустить его и отправить, например, в Китай. Китай говорит, мы готовы принять. принять, да, А в да. Атлантике сейчас происходит умопомрачительное. Там танкеры шли российские. Опять-таки, насколько они российские, вообще непонятно, потому что теневой флот — это теневой флот. Но Мгм. я открою страшную тайну, может быть, никто не понимает. Теневой флот есть не только у России. Ну вот так сложилось. Но все заметили, что там же Трамп атаковал до этого захвата танкеры, да, Да, судно. Атаковал, и причем там китайское одно забрал там себе с нефтью, и это все тоже как бы это пиратство в чистом виде, мы его обсуждали там в конце прошлого года. Однако они сейчас приловчились, они берут и наносят российский флаг на свои танкеры, и, в общем-то, нормально как бы себе избегают вот этого столкновения и захвата со стороны Америки. То есть все грамотные, все продуманные. Ну а сейчас вроде как Мгм. российский танкер там куда-то движется, ему подлодка идет на помощь 300 миль от берегов в районе Исландии, то есть Северное море. И тут, понимаете, все же смотрят, вот, там, конфронтация, защитить танкер, россияне отправляют подводную лодку, а их там береговая охрана преследует. Ребята, это про Гренландию все. Исландия, Да. это про Гренландию. И о том, что ну, тема с Гренландией, сейчас пишет пресса, а мы можем купить, а мы можем захватить, а мы можем еще как-то. Это ведь ключевой посыл. Конкретно для будущего там вот этого коммюнике, соглашения, которое в Париже вчера подписали. И давайте не забывать, что это все-таки имеет отношение к Европе. То есть Трамп вытирает ноги просто о все соглашения с Евросоюзом. На- Он глумится буквально, причем шутки такого, знаете, мне нравится, как он шутит с элементами пренебрежения, но эти шутки, они смешны до тех пор, пока ты не начинаешь вспоминать историю с Венесуэлой. То есть какая шутка, вот это там новости, то, что Гренландия вложилась в оборонную промышленность. И он говорит, что они купили еще одну упряжку с собаками. Говорит, он издевается над ними, он троллит их. Для него это не проблема. И это вопрос времени, когда он сможет подкупить. А я честно скажу так, мое мнение, вот чисто как с точки зрения такого психологического анализа, вы не заметили то, что произошло все как будто бы так просто. Да, там они что-то повзрывали, побукали, но они без проблем проникли на территорию другого государства. ПВО не отрабатывало. Вот он как бы говорит, вот слабое ПВО. Нет, оно не отрабатывало, потому что даже слабое ПВО, которое, например, в Иране, и оно, если работает, оно создает проблемы. Вы заметили, что не срабатывало ПВО? И то, что получилось забрать Мадуро, с супругой, кстати, супруга очень непростая женщина, там тоже давайте учитывать, в юридических вопросах она не слабый человек. Не будем вдаваться в подробности, суть такая, что все, что сейчас происходит, это происходит не потому, что Трамп просто сильный, а потому что несколько достаточно сильных позиций согласовали какие-то действия. Для меня с такой вот психологической точки зрения, с такого психологического анализа, это выглядит следующим образом. Произошло разделение сфер влияния, и под видом событий, катастрофических событий в Украине, проблемы между Россией и Украиной,
происходящее там не будет вызывать вопросов никаких, кроме положительных возгласов. И получилось так, что под вот эту вот историю, и еще Трамп, смотрите, как в зависимости от того, как бы он отреагировал на это. Если бы он придал этому что-то, ну, какое-то значение серьезное, мир бы на это смотрел как на что-то серьезное. Он отнесся к этому легко. Он шутит, он кичится, он рассказывает о том, что вот мы взяли там, кто знает, как будет в Кубе, никто не знает, как будет с Колумбией. То есть он превращает это в игру, он обесценивает, он снижает значимость происходящего. А ведь на самом деле, Александр, происходят серьезные процессы. Это суверенное государство. На него проникли и украли президента. Это не может быть шуткой. Это не может быть чем-то таким. Поэтому, в моем понимании, это может быть договоренностью, которая выгодна абсолютно всем. Абсолютно всем, кто в этой договоренности принимает участие. И есть единственное государство, которое в этих договоренностях совершенно не выигрывает. Можете представить, какое? Неужели Украина? И она самая. Мы – это единственное государство, которое во всех этих телодвижениях не имеет никаких бонусов. Мы не наблюдаем ничего, кроме вот этих вот, знаете, унизительных возгласов и рукоплесканий тому, какой Трамп молодец, как он забрал какого-то, как они говорят, диктатора. Внимание, он был выбран. Ну, то есть вы можете назвать его как угодно, но он был избранным президентом. И говорит, а теперь давайте с Путиным. Ребята, вы не представляете, какие будут последствия, если хоть что-то в виде самолета или вообще вертолета, который был в Венесуэле, пересечет границу с Россией. Ну, включите мозг, подумайте просто, какие могут быть последствия. Венесуэла не владеет ядерным потенциалом. Ну, то есть это Нет, ну отнять... смотрите, тут понимаете, в чем дело? Тут я с вами соглашусь. То есть вот это вот поведение, вот это вот все на фоне происходящего, это, конечно, нечто. Причем в эту же игру могут играть все, понимаете? Мгм. Ну, все. Ну, есть там конкретно видео уже показывают, как вот эти протестующие в Иране. Ну, там перманентная ситуация, там очень часто бывают протесты, кровавые, там тяжелые, вот это все. Там они берут и наклейки клеют на улице, типа «Улица президента Трампа», да, вот эти протестующие. Интересно, как бы, все сейчас под этой ширмой могут делать свои вещи, да. Вот такое ощущение, что нечто подобное вчера происходило в Париже и предлагает сделать Европа. Ну, во-первых, что мы имеем? Официальное заявление от руководителей новой Антанты, да, условно, плюс там, ну, Германия, там, да, вот Франция, Британия, там, бельгийцы подключились. Короче, все будут отправлять войска в Украину. Все. Значит, тут только все закончится, сразу все отправят базы, будут строить, следить за перемирием, об этом подписано все вот. Вот. Но параллельно с этим, например, Мерц очень воинственный, но потом немножко уточнили, сказали, нет, мы не будем в Украину отправлять войска, мы будем на границах НАТО сидеть и смотреть, и контролировать, и помогать. Ты вообще как-то, украинцы, родненькие, вы что-то там, давайте уже как бы не едьте к нам в Германию, защищайте свою страну, потому что опять тоже 700 тысяч войск. То есть говорили о 800, сейчас 700, и типа ВСУ это будет как первая линия обороны, ну как бы обороны Европы от Российской Федерации. И вот с этой риторикой, собственно, они под эту тему там притащили американцев. Американцы о своем говорили, сегодня они продолжат встречи с Зеленским, с украинской делегацией. Европа и Украина о своем, все о своем. Тут примечательный момент, очень такой, который я хотел бы с вами обсудить. Момент встречи. Ну, во-первых, вчера в Париже все следили за Будановым. Это что-то новое, ну, потому что, ну как, Буданов едет, это первые такие переговоры. Назначили Буданова, там очень сложная диспозиция внутри, но Зеленский принял это решение, Буданов как бы думал, или то, что еще 2 недели назад отвергали, что он вообще может туда попасть в кресло Ермака, но это как бы, видите, как все обернулось. И вот Буданов встречается. Там такая атмосфера была специфическая. В общем, там кушать подавали, как бы обед.
Есть такое выражение у нас в нашей среде — поминальный обед. Да? То есть, ну там вроде как у всех такое приподнятое настроение, всех с Новым годом поздравляли друг дружку. И вот приподнятое настроение непосредственно, ну как бы на этой встрече. Видите, шумят, шутят. Витков подошел к украинской делегации, чего-то сказал, все радуются, наклонился к Буданову, наклонился к Умерову. Умеров видно сразу, что он свой, Буданов немножко напряжен. Какие неочевидные итоги парижской встречи вы бы отметили? Я бы отметил поведение Буданова. Я хочу сказать то, что Буданов не напряжен. Вот в целом можно как бы сказать, что напряжен, потому что, ну, наблюдая его модель поведения, но зная модель мышления Буданова, мы ее видели много раз, он не напряжен, он очень сфокусирован. Если, смотрите, ребята, те, кто не понимает, кто такой Буданов, я очень кратко объясню. Это человек, который реально принимал участие в боевых действиях. Это человек, который на самом деле, это не Умеров, который не имеет реального отношения к войне. Это тем более не Федоров, который, если играл в войну, то в Call of Duty на компьютере, там, может быть, на приставке где-то бегал. Это человек, который на самом деле проводил серьезные операции, который с ребятами принимал участие в серьезных таких вот спецподготовленных операциях. Это человек, который рисковал своей жизнью, который был там, где многие не были. Это человек, у которого есть авторитет среди военных. У Умерова нет авторитета среди военных, его никто не уважает. И мне кажется, его даже его близкие не уважают, потому что Умеров человек не сильного характера. Во многом порядочный, но не сильного характера. Федорова, в принципе, все презирают, у кого есть хотя бы двузначный показатель IQ. А вот Буданов – это человек, который находится в фокусе внимания, потому что он пытается отследить. Смотрите, ведь поставили на самом деле, мы не обсудили этот важный момент, что Буданова поставили на позицию главы Офиса президента, Федорова поставили на позицию обороны, Шмыгаля поставили на позицию энергетики. Смотрите, переиграли только те инфраструктуры, которые обречены. Эти назначения – это политическое убийство. Все люди, которых поставили на эти позиции, это люди, которые в неподходящий момент для Зеленского сказали ему нет. Федоров сопротивлялся, не хотел проводить выборы в ДИИ. Шмыгаль, мы знаем, как он подставил, он неоднократно это делал. Это человек не очень лояльный к Зеленскому. История с Будановым, вера в то, что Буданов защитит Зеленского от каких-то нападок, это наивно полагать. Потому что Зеленский в лице истинной супруги Ермака, а не прикрытие в виде своей супруги реальной, типа, он неоднократно пытался утопить Буданова, и были попытки, заводились дела, но не были реализованы. Буданов является серьезной проблемой. И идея о том, что он начал держать Буданова ближе, потому что это как будто бы его защитит, она утопична. Буданов – опасный элемент, потому что Буданов – это не клоун. Он не будет выходить просто так на камеру что-то там шутить. Он не будет, он старается держать себя в руках. И когда мы наблюдаем, что, смотрите, вся политическая тусовка веселится, жрут, что-то там отдыхают, пир, для них это пир. Для Буданова это подготовка. Мы можем видеть, что Буданов не напряжен, он сосредоточен. А почему? Как я понимаю, что он не напряжен, сосредоточен? Когда говорит Умеров, он смотрит не на Умерова. Но когда начинает говорить кто-то другой, абсолютно любой человек рядом, он фокусирует свое внимание на этого человека. Наша нервная система, психика устроена так, что нам свойственно отсеивать, это называется, есть такой процесс, латентное торможение. Мы отсеиваем ненужные шумы. И психика Буданова, как человека, который неплох в вопросах разведки и манипуляций, она отсеивает ненужный шум. У Умерова это просто ненужный шум. Это просто, пшик. И он фокусируется на том, что говорят другие, и что, внимание, делают другие. Наклонены они, не наклонены. Посмотрите, Буданов в этом плане, он очень сфокусирован. Мое мнение такое, когда человек такого порядка, как Буданов, на таких мероприятиях сфокусирован, а не расслаблен, это говорит о том, что у нас серьезная проблема. Это человек, который попал туда, куда он попадать никогда бы не хотел. Буданов хорош в своем вопросе, он бы там и оставался.
Но условия, которые ему предложили, видимо, они были такие, что он вынужден был согласиться. И я с одним, можно сказать, блогером спорил на эту тему. Он говорит, нет, вот Буданов, он пошел на такие условия, надо ему было вообще отказаться, уйти в небытие. Он не понимает, вот этот блогер не понимает важную вещь, что отсутствие какой-либо власти и хоть куда-то быть вхожим для человека вроде Буданова – это политическая смерть. Ему нужно быть хоть где-то. И неважно, запятнает его это или нет, он потом выберется из этого. Но ему важны контакты. Здесь он находится в контакте с очень серьезными людьми. Я думаю, дальше дела будут вестись не с Умеровым, не с Зеленским, а именно с Будановым. Я думаю, что Буданов – это одно из условий Запада. Ну так условий на что? На то, чтобы можно было договариваться о разделе сфер влияния. Невозможно договориться с Зеленским, Зеленский боится потерять власть. Буданов – человек, который понимает, что потеря, допустим, там территорий, ну, это есть необходимое зло, нет альтернативы. Неизбежно это случится. Люди, которые думают, что мы что-то отобьем, перестаньте жить в этих розовых иллюзиях. У нас нет возможности дома топить. Не будем выдумывать глупости. Условия Запада, это, смотрите, это я предполагаю, исходя из того, что имею на руках, ту информацию, которая у меня есть. Условия Запада – это возможность взаимодействовать с кем-то адекватным в поле власти. Ермак адекватным не был, он не был заинтересован в здоровой коммуникации. Зеленский на нее именно не способен. Я не говорю то, что не хочет, он не способен на нее. У Умерова нет никаких шансов влиять на что-то. Он настолько сильно провинился, что единственное, что ему остается, это сотрудничать. А Буданов не человек, который будет сотрудничать. Это человек, который будет именно взаимодействовать и трудиться, работать на благо снижения конфликтности. Он заинтересован в снижении конфликтности. Он тот, кто понимает, чем это закончится для Украины. Да, ну типа дойдут они потом через много лет до Львова, но он не хочет именно, чтобы закончилось так. Он понимает, к чему это ведет. Потому Буданов, обратите внимание, когда был переговорный процесс, Буданов встречался с главой разведки России. Не знаю, помнит это вообще кто-то или нет? Для кого-то это важно, нет? Что Буданов встречался с главой разведки России. Значит, степень доверия и возможность взаимодействовать с такими лицами говорит о том, что Буданова воспринимают. А теперь теперь я к чему это все такое, ну, типа сложное, к чему я привожу. Что должно у вас усвоиться? С политикумом украинским не считаются. И единственный человек, с которым можно говорить и с которым считаются, вынужденно стал на ту позицию для того, чтобы взаимодействовать с теми, с кем можно договориться. Потому что только до Буданова можно донести историю, что, ребята, смотрите, вы уже не приоритет. Вы вчерашний день. Вы вчерашний день. Вы не показали успехов на поле боя. Каждый день есть потеря территории. Вы не показали успехов в вопросах популяризации военного дела. Вы провалили, и, внимание, это он сказал, это же Буданов сказал, вы провалили мобилизацию. Вы все провалили. У вас нет карт на руках, как любит говорить Трамп. Буданов единственное здравое звено, которое знает, когда нужно молчать, понимает, когда стоит говорить, и понимает, кого нужно слушать. Посмотрите еще раз это видео, вот то, что Александр показал, я думаю, в телеграм-канале, кстати, да, не забудьте подписаться, кто не подписан на телеграм-канал Александра, там есть много информации. Если там будет это видео, вы сможете просто пересмотреть, посмотрите, как ведет себя Буданов. Еще раз, это очень важно. Буданов очень бдителен, он не напряжен. А вот Умеров немножко напряжен. Его смешок не по делу. Он постоянно лебезит, он старается быть ближе. Буданов старается быть в центре, вокруг всех, чтобы каждого услышать. Он отсеивает какой-то шум в виде того Умерова никчемного, там еще кого-то, но он впитывает информацию. Давайте последим за Будановым, это интересно. Ну, конечно, будем следить, тем более, что ну, нет проявлений никаких, да, вот то, что называется, ну, публичных проявлений, все пока так, посмотрим, что привезут из Парижа, но тут же вопрос другой, вот вы так затронули и сказали о том, что адекватности меньше, все меньше и меньше в стране становится. Вот по поводу мобилизации. Ведь, по сути, то, что подписано в Париже, это означает продолжение войны, продление войны,
Все прекрасно понимают, что невозможно ни по Конституции Украины базы строить на территории Украины, собственно, для России это не может быть никакой итогом войны, да, условно. Нет, но может только если, например, от Украины останется там какие-то 3 западные области, например, да, гипотетически. Но, по сути, военные базы после прекращения войны это тоже это не то, что красная линия, иначе зачем все это было? Ведь этот главный момент, зачем все это было? А это означает, что усиливается роль вот этой, ну, скажем так, оголтелой, такой пропагандистской, яркой, я бы сказал, ну, хуцпы, да, которая сейчас несется отовсюду по поводу уклонистов, по поводу заявлений. Я думаю, вы видели, например, заявление киевского ТЦК, да, где уклонист это враг, уклонист это еще кто-то. Сегодня появилось опровержение, да, после того, как мы удалили наш антиухылянский пост, мессенджер официальной старинки Киевского областного ТЦК, ИСП, вражеские боты засыпали нецензурными угрозами и победной руганью. Это ремарка. Ну и, в общем, поехали. Антикризисная коммуникация. В общем, нужно... Давай рассуждать, короче, про антикризисную коммуникацию. Я думаю, что этот пост, они как бы хотели оправдаться, да, но, в общем, не получилось, да, в общем, написали вообще какую-то ерунду, говорят, никого мы лично не обижали. Ну, вы, может, конечно, лично и не обижали, да, но обижали другие люди. У нас очень интересное вообще медиаполе по поводу того, там, ты не мужчина или уклонисты во всем виноваты, чуть ли не находят крайних, да, и появляются, например, очень интересные прокуроры. Вот заявление прокурора с таким исторической фамилией Захарченко. Зараз звертаюся як громадянин до То есть, понимаете, Вибачте, обмеження. Несплата штрафів – це накладаються обмеження. Ось уже пропозиція Верховної Ради. Несплата штрафів, да? Накладаються санкції на той, хто не сплатив штрафи. Ухилянти – це ж такі самі адмінправопорушники. Кодекс України про адмінправопорушення. Накладаються як не платників аліментів. Чудова ідея. І вони самі прийдуть. Коли людей заблокують банківську карточку, заблокують право водіння автомобілем і так далі. Він сам прийде. то есть, понимаете, задача какая? Всех очернить, как бы рассказать о том, что это все ужас и кошмар, ухилянты во всем виноваты, а потом, чтобы они сами вынужденно пришли умирать. Ну, к слову, там, о прокуроре Захарченко, это, конечно, нечто. Он обязал пенсионный фонд учесть в стаже свой период обучения во время работы в прокуратуре. Короче, Захарченко не ухилянт, он прокурор, он непосредственно пенсию получает, представляете? Пенсию получает, работая прокурором. Ну, в общем, вот такие лидеры мнений и вот такие настроения транслируются на период продолжения войны. А я бы, кстати, обратил внимание, это понятно, что они там негодяи, как-то это для нас не ново. Я бы на что хотел обратить внимание, вот то, что почему-то люди игнорируют. Назовите мне хотя бы одну причину, почему слово «уклонист», «ухилянт» — это что-то плохое. Вот я пытаюсь понять. Нет ничего важнее, чем жизнь. Вот это первые строчки Конституции. И по первенству написания, как обычно в священных писаниях, что первенство написания является приоритетным. И если все-таки жизнь человека, его недоторканность и так далее, как говорил наш великий потужник, это является приоритетом. А потом уже все остальное, обязательства перед Конституцией и государством, это вторично, первично, это права человека на жизнь. Почему вы по этому поводу беспокоитесь? Вот я замечаю, что все больше и больше гордо звучит «уклонист». А что еще приятнее? Смотрите, каждый раз, когда вы с гордостью произносите, что вы уклонист, некоторые Захарченки в Украине от этого очень сильно сердятся. Объясню почему. Ребята, не стесняйтесь называть себя уклонистами. Хотите называть себя ухилянт? Да, я ухилянт, мне все равно. Дело в том, что когда вы так себя позиционируете, вы очень сильно этим раздражаете большое количество некомпетентных в вопросах, ни в одних из вопросов, скажем так, людей в Украине. Почему? Потому что
Они хотят опорочить это слово. И у них это не получается, потому что есть достаточно популярные блогеры, которые говорят, да-да, я уклонист, и что? И это вызывает у людей, у других, которые беспокоятся о том, что их посчитают уклонистами, это вызывает ощущение того, что, слушай, это не страшно так называться. И получается, что слово «уклонист» перестает иметь силу. Вот эти люди, эти идиоты, которые пытаются вас обвинить в чем-то, они теряют силу. Не стесняйтесь себя назвать уклонистом. Вы можете в какой-то момент через шутку снизить значимость этого слова. Перестаньте бояться этого слова. В этом нет ничего плохого. Не дайте возможность людям создать плохую коннотацию вот, формулировки кто-то ухилянт или уклонист. Это сейчас уже звучит гордо, когда ты не хочешь умирать за амбиции каких-то дегенератов, у которых вообще не стоит задача решить проблему с государством, у них стоит задача просто заработать денег. Потому быть уклонистом я не вижу никакой проблемы. Я скажу так, как человек, который является специалистом в области психического здоровья, очень часто то, чего мы боимся, наше беспокойство по поводу каких-то вопросов, мы используем такую терапию, которая называется экспозиционная терапия. Мы то, чего боимся, как бы мы стараемся этого избежать. Это проблема. Для психики это проблема. Не избегайте этого. Назовите себя уклонистом. Где-то удобно, можете там, не знаю, себе никнейм назвать, ухилянт. То есть вы должны перестать стесняться этого слова и бояться. Это признак здравого смысла, здравого рассудка. Нежелание умирать – это признак здоровья. А не желание умирать за амбиции идиотов, которые не понимают последствий для вашей жизни. Это не просто признак психического здоровья, это еще и признак высокого интеллекта. Поэтому я вас хочу, скажем так, авторитетно заверить и успокоить, что человек, который считает себя уклонистом и стесняется по этому поводу, должен это перестать воспринимать как какую-то проблему. Это преимущество, это не недостаток. Ну вы же понимаете, что создается вообще абсолютно такая ядреная атмосфера внутри общества. Ну прям ужас какой. У нас вот есть уклонист, да, а есть активист. Да, вот эти активисты вообще одурели. Ну вот попадают уже без разбора, все подряд. Публикуют даже нападки на Гарика Карагодского, который армии помогает, который известный достаточно и меценат, и стариков поддерживает, такой шоумен, ну, понятно, да, то есть Гарик Карагодский, известный в Киеве, там, владелец торгового центра, в общем, ну, он абсолютно же за Украину, но он позволил себе сказать публично, что, ну, мол, по-русски он дома говорит с детьми, и на него напали. Говорят, как так? Это опасно. Активистка пишет о том, что вот, как бы, язык оккупанта, я имею полное право на реакцию. Где СБУ? Алло, СБУ. То, что как бы давно уже гуляет как мем, теперь это реальность. Да. Ну, эти активисты, они вообще уже подурели, понимаете? То есть Карагодский, окей, но тут же и дальше можно продолжить эту линию. Уже невозможно с украинцами из-за границы приехать в Украину. Скандал лютейший просто, необыкновенный, с итальянцем, которого, ну, как бы, заявили, что не пустили его, да? Не пустили этого итальянца, он Рокко, нашли его сразу в соцсети, он очень любит Путина, собственно, и поругался с другой украинкой, и та, пока автобус ехал, да, она написала в соцсетях о том, что вот, смотрите, там Путина любит, нехороший человек. И, в общем, он не попал на территорию Украины. Примечательно, что официально погранцы как бы от этого сторонятся, говорят, да ну как, они просто подъехали к границе и передумали заезжать. Он, этот итальянец, со своей спутницей, которая называлась жена, но она не официальная жена. Ну, в общем, что говорит пограничники? Скажімо так, вони не подружжя, але сама жінка, яка їхала з італійцем, вона громадянка України. І, ну, по-перше, я досить часто бачу в соціальних мережах, чи не заборонили ми, українців, в'їзд в Україну. Ну, це трішки абсурдно, бо Конституція забороняє відмовляти за будь-яких обставин українцям повернутися додому. Натомість сама жінка, вона висловила бажання не заїжджати на територію України, а повернутися разом з цим чоловіком в зворотньому напрямку. То есть ситуация
видим, да, в том, что они едут, поругались в автобусе, итальянец любит Путина, на нем была вышиванка, они подъезжают к границе, итальянца не пропускают, потому что как бы срач в соцсетях, и украинка вместе с итальянцем разворачиваются и идут обратно. Все, победа! То есть, понимаете, до какого уровня идиотизма все дошло? А вы советуете ухылянтам называть себя гордо ухылянтами. А вы видите в этом плохое, я вижу хорошее. Значит, смотрите, это прекрасная демонстрация. Вы же понимаете, это для нас какой-то там итальянец, а для Италии это гражданин Италии. И эта информация, она же будет нестись сетями. Я вообще не понимаю, зачем ехать кому-то вообще, зачем ехать в Украину. Зачем? Они будут минимизировать это. Они будут все меньше стремиться к тому, чтобы приезжать, что-то там пытаться показывать. Вот не будет вот этой нелепой ерунды. Вот один, по-моему, китаец приехал в Украину и говорит, вот я решил приехать посмотреть. И нету тут никаких этих ТЦК, ничего, все так нормально. И говорит, спокойно себе хожу, вот посмотрите, и показывает. Внимание, абсолютно пустые улицы. Пустые улицы, это преддверие Нового года. Пустые улицы показывают, людей не так-то и много. И он показывает, я не понимаю, с чего бы это тут. А знаете, чем все закончилось? Закончилось тем, что его, когда опрашивали, он показал, что у него паспорт, он иностранец, ему сказали, ты тут лучше не ходи, ничего не снимай. Он говорит, так чего, я же хочу типа показать. Отняли камеру, вернули камеру на границе. Вот такие дела. Потому это прекрасный прецедент. Люди должны понимать, в какой сейчас зловонной конченной помойке находятся украинцы. И это ж тюрьма, по сути. Это люди, которые там сейчас находятся, не могут даже выехать, понимаете? Дайте возможность людям выехать, покажите, насколько люди любят Украину. Мы увидим все, как любят Украину. Никто ее не будет защищать. Люди просто соберутся и уедут. Те, кто сейчас попали на фронт, те, кто попали случайно, презирают и Украину, и все украинское, в том числе даже те, кто остался в живых. Те, кто пошли туда по своему желанию, задаются вопросами. Какого хрена я вообще здесь делаю? А что я защищаю? Вот не возникает вопрос, что я защищаю? Потому что заработные платы нормально уже не выплачиваются. Ставка не растет. Обещали, что будет у военных расти, не растет. Сейчас возможность перевода, например, из одной там бригады в другую, это только за деньги. Хотя, например, человек говорит, вот я там получил, у меня был перелом позвоночника, меня должны были списать, не списали. Говорят, руки, ноги двигаются, гранату кинуть можешь. То есть, понимаете, нет ни одной причины людям сейчас в это все вписываться. И люди, вот я возвращаюсь к тому, что люди, которые себя сейчас могут спокойно назвать ухилянтом, там я уклонист и так далее. Но еще вы должны понимать, что вы не уклонист до тех пор, пока вам не дали повестку. До этого вы юридически не уклонист. До этого вы юридически просто психически здоровый человек, который не хочет умирать за государство, которое ничего вам не дало. Кстати, не даст. Напомню, на всякий случай вы должны это понимать. В следующем году бюджет, который заложен, он заложен не на вас. Очень, кстати, показательно то, что бюджет еще заложен больше, чем обычно, заложен на марафон, который даже смотреть нет возможности, потому что нету электроэнергии. Потому всегда держите в голове, что быть уклонистом в таком государстве – это признак здравого смысла и рассудка. Еще раз, я вам как клинический психиатр говорю, что это точно признак здоровья, вы нормальные, все в порядке. Не перестаньте этого бояться. По поводу выезда этого итальянца. Это прецедент, потому что мы думаем, мы у себя в этой, как я сказал, зловонной помойке, там люди погавкают, порадуются, плебс порадуется, о, разворачивайся, уезжай. А теперь мы наблюдаем отношение Италии к Украине. Италия – это та страна, которая, прежде чем говорить по поводу давайте сейчас на реконструкцию, давайте сейчас репарационный кредит, это человек во главе государства, которое стоит такой, наверное, не знаю, давайте мы не будем спешить, и поддержал инициативу, чтобы все-таки эти денежки никуда не шли. Сократили выплаты в 3,5 раза, не проголосовали за глобальную поддержку, отказались помогать оружием, сказали, что можно только из общего бюджета, отдельно Италия помогать не будет. И ведь вы должны понимать, что вот эти вот ситуации, они раз за разом только усугубляют отношение к Украине. Украина и так уже нигде не светится. Алло, покажите положительный пример, сделайте что-то хорошее. Все, что мы сейчас знаем про Украину, это то, что у нее, что она сама по себе заканчивается. Вы уже даже не светитесь нигде в новостях. Чтобы что-то
было положительное или отрицательное, нужно что-то, чтобы произошло. А отключение света, бомбежки, чего угодно, они уже не являются приоритетом. Приоритетом является танец Трампа, понимаете? То есть, насколько ваша безумная, абсолютно лишенная здравого смысла, ментального здоровья и рациональной оценки позиция просела в мировом масштабе. Вы не важны. Вот знаете, вот самое вот обидное, когда говорят, твое мнение не важно или ты не важен. Поймите, вот украинцы должны сейчас понять, что они уже не важные. Они уже просто инструмент. Если раньше они были просто предметом там, для решения проблем между Британией, там, глобальным югом, еще чем-то, сейчас они тупо не важны. Еще раз, сейчас Гренландия играет большую роль для мира, потому что, почему, кстати, вот такая коротенькая ремарка, не буду отнимать много времени на эту тему, потому что будут другие эксперты, которые это обсудят, но обратите внимание, Европа еще никак не дала, не ответила по поводу Гренландии, ничего не сказала, а США тем временем усугубляют позицию, они публично, и вот в Политико пишут, что публично они признают и говорят о том, что, смотрите, мы не подписали историю с участием в гарантиях безопасности. Мы поддержали Европу в этом, но мы ее официально не подписывали. Типа, да, Европа, давайте делайте. Ситуация между Трампом и Европой будет накаляться настолько, что между помощью Украине и сохранением нормальных отношений с США Европа выберет сохранение отношений с США. Даже вот эти безумные люди вроде Мерца, они все равно выберут поддержку США. А это вообще никак не бьется с треком антироссии. Не бьется, потому что Россия, да и только рада, они могут, Китай может Тайванью заниматься спокойно, Россия может заниматься Украиной. Поэтому, ребята, вам вот это радоваться, что вы кого-то там канцелите, это абсолютно тупое, ничтожное, канцелящее, быдлячее общество, которое лишено здравого смысла. И знаете, что самое интересное? Когда это изменится, Александр, это изменится 100%, это лишь вопрос времени. Все те, кто писали эти посты, они либо вернутся на русский язык, перейдут обратно, либо перестанут это громко делать, потому что это будет наказуемо. А поверьте, люди, которые вернутся, если вернут в обиход право человека говорить на русском языке, представьте, дома нельзя разговаривать. Дома. Никните, вы не живете, вы существуете, украинцы, у вас нет... Вы просто инструмент, который вынужден жить так, как ему скажут. Это хуже рабства, потому что у раба есть, хотя бы что его кто-то выкупит, вас никто выкупить не может. Вы за деньги можете только перевестись из одного батальона в другой. И если у вас есть деньги. То есть вы можете выбрать способ смерти в артиллерии или там от FPV дрона. То есть вот что у вас есть. Это все, что у вас есть. Внемлите здравому смыслу. А после смерти тоже интересно же, да? Вообще столько вреда наносят соцсети. Вот столько вреда. Помните, вот вы говорите о том, что перевод в безопасное место. Да, действительно, сейчас об этом солдаты прям говорят. Говорят, хочешь там, где безопаснее, там $5000, $6000. Кремень никак не угомонится, бывший омбудсмен языковой. Говорит, вот, смотрите, вот забыли все про ВКонтакте и Одноклассники, да? Вот давайте Телеграм запретим и не будет нічого. От прям так і говорить. Зараз звертаюся як громадянин до органів влади розглянути це питання. Наведу один із прикладів, будучи народним депутатом 8-го скликання, і ми з вами тоді активно спілкувалися і в кулуарах, і спостерігали за тим, як розглядали закон про освіту 17-го року, як обговорювали закон про мову, безліч інших питань, які становлять основу національних інтересів. Соціальні мережі Однокласники ВКонтакті. Про них ніхто вже і не згадує. Зробіть так само з телеграм-каналами, щоб про них ніхто не згадував. Якщо вони заборонені або обмежені в застосуванні в багатьох країнах європейського співтовариства, якщо є вікові вимоги до їхнього застосування, там, скажімо, і в Австралії, і в Норвегії, і в країнах Балтії, ми маємо російсько-українську війну. Проти нас працює вся машина російської ворожої диктатури, і ми в змозі, треба мати політичну волю проявити. В общем, это против нас. Мы имеем право. Мы можем запретить Телеграм. Представляете? А где, интересно? Вот давайте, смотрите, ведь эти люди на полном серьезе, они же думают, что ничего не просочится. Украинец, которому предоставили выбор смерти, но не предоставили выбор социальной сети, он и без Телеграма нормально может прожить, понимаете? Потому что
как бы, ну, значит, больше будут писать в других соцсетях. Ведь смысл же не в том, на какой платформе ты чего размещаешь, а что ты говоришь. Ну вот смотрите, ТикТок, да, там такие вещи, как бы люди говорят. Вдова із 79-ї бригади погибшего солдата. Дивіться сюди. Оце ціна життя мого чоловіка для чиновників. Мій чоловік боєць 79-ї бригади. Під час виконання бойового завдання він зник безвісті. Поки ми не спимо ночами, дитині присилають ось це. Подивіться, ось такий найдешевший подарунок. Пару цукерочок. Як вам не соромно? Краще б взагалі нічого дитині не присилали. Ви мені скажіть, як вам сидиться у ваших теплих кріслах? Ну, то есть, видите, ТикТок. И Телеграма никакого не надо. Понимаете, в чем дело? То есть, тут, чтобы выбрать себе пожить или где служить, нужно денежку заплатить. Тут нужно и тут денежку заплатить. А когда вот все случилось, вот тебе от чиновника сосательные конфеты. А помните, мы очень много смеялись там над россиянами, как там шубы, там мясорубки, тостеры какие-то, кухонные Машины комбайны. там, да, какие-то, что-то, да. Понимаете? А тут вот, пожалуйста, с Новым годом ребенок погибшего за Украину солдата. Еще раз, нет ни одной причины для здорового человека идти и воевать за это государство, за этих людей, которые у власти. Ни одной. Это интересы не украинского народа. И хоть вот и рассказывает мовный омбудсмен, этот бывший, что это интересы народа, сейчас вот избавиться от русской, да нет, интересов народа, у них немножко другие интересы. Если вы не можете закрыть базовые потребности, такие как еда, защита, кровь и так далее, не надо рассказывать про другие типы интересов. Вы не можете вдову поддержать финансово. Это первое, что необходимо, поддержка финансовая. Дать какие-то привилегии, льготы и так далее. Вы ребенку просто отправляете конфеты для того, чтобы, ну, как бы, жрите. Знаете, то есть вот такой вот подход. Максимально скотский. От унизительный до не могу. Я не наблюдаю никакого просвета, кстати, в этом. Что самое интересное, я не понимаю, есть ли вообще шанс это как-то закончить. Вот есть ли возможность это закончить. И мы надеемся, вот давайте так, под мы, это я подразумеваю себя и, как любит говорить Арестович, таксистов, мы надеемся, что ситуация с действиями Трампа либо эскалирует процесс таким образом, что придется искать договоренности, либо приведет к тому, что Украина просто поймет, что нужно что-то делать, потому что нет возможности как-то себя поддерживать, и тогда пойдут договоренности. Потому что, Александр, нет большого количества вариантов завершать войны. Чаще всего это заканчивается либо капитуляцией одной из сторон, и это невозможно, чтобы сделала Россия по ряду причин, потому что для капитуляции необходимо, чтобы дойти до Москвы и, в принципе, лишить их ядерного потенциала, либо договоренностями. И пока что договоренности, начиная с 2022 года, не в пользу Украины. Нету ничего лучше. Постоянные нарративы о том, что нам нужно склонить Россию к чему. То есть не будет никакого конца. Поэтому, опять-таки, я призываю подумать несколько раз, прежде чем у вас будет возможность, скажем так, стесняться слова ухилянт. Обратите на это внимание. 8 человек, которые зафиксированы, которые пошли по контракту 18-22, 8 человек, 1 совершил суицид, 3 умерли, 3 ранены, так что не могут воевать, но одного сейчас реабилитируют. И, по-моему, 1 убежал в СЗЧ. И именно вот за границу. Я туда прям даже сказал об этом, он даже снял видео. Делаем выводы. Люди, которые пошли добровольно, то есть они закончились, их нет. Это было 8 человек, которые решили, не знаю, попытать удачу. Захотели сколько там, 360 бургеров, я не помню, что им там обещали еще. То есть... роллы Филадельфия, чтоб девки любили, да? Роллы Филадельфия, тут можно, кстати, задуматься, Александр. Хорошо, девки-то ладно, но роллы Филадельфия, это, конечно, серьезный бонус. Это абсурд, мы живем в мире безумия. То есть это ненормально. Вы не должны стесняться слова ухилянт. Я просто хочу, чтобы у людей перестало быть вот это вот, знаете, больной темой слово уклонист, ухилянт. Не беспокойтесь. Если вы ухилянт, вы человек, у которого есть признаки здоровой психики. Человек, который не хочет воевать, это нормальный человек. Человек, который хочет воевать, человек, не имеющий понимания того, что такое жизнь. Это очень короткий промежуток времени между родился,
в государстве Украины еще и помучился, заплатил налоги и умер. Ну, Это- получается, да, получается так. Но тут есть очень интересный такой уникальный, я бы сказал, случай. Вчера прям это сенсация, прям расследование провели. Значит, Следство.Инфо публикуют, что нашли в Киеве, ну тут интересно тоже подача, да, это украинских информационных агентств, ватную школу, где детей учат петь советские песни и показывают российские фильмы. Значит, школа находится на территории монастыря УПЦ МП в Голосеевском районе столицы. 60 детей с 1 по 9 класс. Дети учатся по советским учебникам. В расписании есть предмет славянский язык. На самом деле это типа банально русский. При этом формально дети числятся в 2 государственных школах, которые их прикрывают. Власть еще 100 раз поменяется, 100 раз перепишут гимн, а это вот вечное, сказала журналистам русскомирная мама одной из школьниц. По ее словам, она счастлива, что забрала дочь из государственной школы, где устраивают минуту молчания в память о павших воинах и поют этот дурацкий гимн. Ну вот такую, собственно, приводит цитату. Слушайте, с февраля 25 года работает эта школа, представляете? И это вот 4 года войны скоро. Ох, неподобство, в общем, одним словом. То есть, получается, находятся люди, которые хотят по учебникам 1966 года изучать те или иные науки. Смотрите, важный момент. Это я сейчас тоже вот хочу, чтобы вы запомнили. Вся прогрессивная наука, которая есть в этом мире, именно прогрессивная, мы не говорим там про Ньютона и еще что-то, мы говорим именно прогресс, особенно в области психических наук о психическом здоровье, в области психологии, психических явлений. Это была советская, внимание, сейчас это может быть кому-то больно, это была советская школа. Советская школа. Конечно, американцы, там были Торндайк, был Скиннер, были эти специалисты, но в основном это Советский Союз, который вы относитесь к нему так, как будто бы люди поддерживают Советский Союз. Они поддерживают то, что в нем было произведено. Мы не можем вырвать это из истории. Причем было произведено лучшие умы в области. Вот для меня, например, Лурия, Ананьев, Сеченов. То есть вы понимаете, это величины. Это величины. С тех пор у нас ничего нового. Украина вообще ничего нового не открыла. Я еще раз это говорю как человек, который... я член-корреспондент Академии наук. Я понимаю, что было открыто в Украине, а чего открыто не было. Советские учебники, пускай себе их читают, там куча классной, полезной информации. А это причем, кстати, их не делает сторонниками России. К России это прямого отношения вообще не то, что прямого, это даже косвенно никакого не имеет. Это период истории. Давайте сейчас откажемся от таблицы периодической, потому что она была придумана Менделеевым. Давайте откажемся от чего-то. И вот люди разделяют абсурд, люди разделяют искусство, вернее, они в одну кучу, не разделяют, в одну кучу скидывают искусство, науку и политические убеждения. Я не понимаю, как они это делают. Вот, например, нужно запретить Чайковского, или там нужно запретить Булгакова, но при этом давайте пользоваться периодической таблицей. Там во всем мире считаются с этими величинами, еще раз, считаются с Булгаковым, считаются с Пушкиным, считаются там с Менделеевым, считаются с Ломоносовым. Мы не можем это все вычеркивать. Мы не можем не потому, что мы просто как бы вынуждены это чтить. Мы не можем, потому что просто мир так не работает. Мы не можем просто сказать, смотрите, Менделеев был, это же империя все-таки, правильно? Значит, нам нужно что-то поменять. Давайте это будет не таблица Менделеева, давайте придумаем другую. Законы физики так не работают, химия так не работает. Мы не можем от этого отказаться. Еще раз, я очень поддерживаю, например, идею чтения, прям сильно поддерживаю идею чтения советских учебников именно в науке. Это сильнейшая база. Потому, когда мы говорим о науке, вы должны понимать, что у детей должен быть весь спектр. Они не могут... И на самом деле вот эти вот ультраукраинские гиперпатриоты, они приведут к очень большой проблеме. С точки зрения социальной психологии, это знаете, к чему придет? Есть такой фильм, я рекомендую, кто не смотрел, посмотрите, фильм называется «Эквилибриум». «Эквилибриум» — это фильм, в котором показывается, что люди должны перестать чувствовать, они должны действовать как роботы, они должны жить такую роботическую жизнь, безэмоциональную, совершенно безэмоциональную. Ладно, если бы там рациональные эмоции, вообще без эмоций. И один из главных героев, он работал на структуру, они отыскивали людей, так называемых чувственных преступников.
и убивали их, и сжигали картины и все остальное. Для того, чтобы не чувствовать, они каждое утро вводили себе специальный препарат, он называется прозиум. Так вот, что случилось. Случайно однажды утром этот препарат, этот флакончик разбился у этого главного героя. И когда они пришли на одну из баз, в которой прятались люди, они всех там перестреляли, убили, и потом он нашел случайно секретную комнату, в которой были картины, были парфюмы, стояли, и пластинка, играла классическая музыка. Не помню, какое точно произведение. Он когда туда зашел, у него случился катарсис, этот человек расплакался. И после этого он полностью разрушил всю систему. Очень постепенно. Он притворялся, что он использует прозиум, на самом деле он был чувственным уже. И к чему я веду? Любая идея о лишении возможности человека развиваться в любой сфере, в научной, в культурной и так далее, приведет к тому, что люди, когда им запрещают, десятилетиями запрещают там читать Булгакова и так далее, когда они прочтут это, а им это близко, они узнают, как много они потеряли. И эти же люди разрушат всю эту систему. И когда они ее разрушат, это будет более деструктивно, чем простые ограничения. Мы просто лишим детей будущего, а себя нормальной жизни. Не вижу в этом никакого смысла. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, спасибо, что посмотрели этот выпуск. Берегите себя и друг друга. Всех еще раз с праздником. Добра и света. Увидимся.